Я обожаю заливные пироги. Это просто, быстро, начинка может быть самая разнообразная из того, что есть у вас в доме. Поэтому давайте приготовим еще один вариант. Я надеюсь, вы не разочаруетесь. Здравствуйте, мои дорогие! Нашла у себя в холодильнике остаток капусты, здесь грамм 600, наверное, вместе с кочерышкой. Надо с ней что-то сделать, а до кучи есть сметана, которая уже, на грани. Вот-вот закончится срок годности. Яйца в холодильнике есть всегда, мука есть всегда, молоко тоже есть. Давайте приготовим очень простой, быстрый пирог. Для начала капусту мелко нашинкуем. Процессом шинковки утомлять вас не буду. Добавлю сюда чайную ложку соли. И знаете, так от души пожамкаю. Вот прямо от души, чтобы жидкость появилась. Пока капуста пускает сок, луковичку такую небольшую нарежем, очень мельчить не надо. И сразу обжарим ее на смеси сливочного и растительного масла, просто чтобы сливочное масло не горело. Очень люблю запах жареного лука, стал полупрозрачным, выкладываем сюда капусту. И периодически помешивая, обжариваем ее, до полуготовности, скажем так, до полумягкости. В тот момент, когда капуста на треть уменьшила объем, заливаем молоком. Не очень много, примерно вровень. Так распределить можно. Переключаем на маленький огонек и пусть себе тушится, а мы займемся с вами тестом. А тесто у нас с вами будет самое простое, самое банальное для заливного пирога. Это 3 яйца. Сюда сразу пол чайной ложечки соли. Слегка взбили. Помните, я говорила про сметану? 300 грамм сметаны. Тоже перемешали. 300 грамм муки, просеянной у меня закончилась, поэтому буду просеивать прямо в тесто. А остатки, чтобы 2 раза не вставать, сразу просею в свою коробку для муки. Сразу сюда же пакетик разрыхлителя. 10 грамм у меня пакетики, по 10 грамм. Если у вас разрыхлитель хранится в каких-то больших пакетах, возьмите чайную ложку с горкой. И 60 грамм растительного масла, тоже прям сразу. Это примерно 4 столовые ложки. Все, осталось вымесить тесто. Никаких приспособлений не надо. Даже если у вас нет венчика, можно спокойно сделать это вилкой. Тесто готово, не густое, не жидкое. Половину выкладываю на дно формы, в которой буду выпекать. Форму я ничем не смазываю, это тесто не прилипает, прекрасно отходит от краев. Молоко за это время практически выкипело, впиталось в капусту, выкипело, ушло, испарилось, как хотите. И мне, честно говоря, было лень отваривать яйца, поэтому я сейчас просто сюда вобью 2-3 яйца, сколько любите, можете вообще без яиц сделать. Я сделаю вот так, 3 яйца. Мне нравятся яйца с капустой. И просто перемешаю эти яйца, вмешаю в капусту, начинка у нас будет с яйцом. Яйцо перемешалось с капустой, молоко испарилось. Такая начинка у нас получилась. Еще горячая, но плиту я уже выключила. Добавлю немного сыра, вмешиваю сюда сыр. И у меня было пару перьев зеленого лука. Их сюда же для красоты. Тоже вмешиваем в начинку. Остужать начинку я не буду, прямо горячую. Духовка у меня тоже уже разогрета на 180 градусов. Выкладываю начинку. Честно говоря, чем больше, тем вкуснее. Сыр у меня самая обычная гауда, самый дешевый. Вот приходите в магазин, у нас продают сразу натертый сыр. Я просто смотрю, какой там сыр самый дешевый для начинок, для таких пирогов. И прекрасно он подходит для этих целей. Никакого дорогого сыра здесь не нужно. Выкладываем оставшееся тесто. И я люблю заливные пироги посыпать какими-то семечками, кунжутом. Что есть у вас в доме, тем и посыпьте. Мне кажется, это очень такая красивая, хорошая история. Минут 40, 180 градусов и будем пробовать.
Пирог готов и даже немного остыл. Давайте посмотрим, что у нас внутри. И вот он на разрезе, посмотрите. Начинки можно еще больше, но я делаю из остатков капусты. Но выглядит он вот так. Все пропеклось, все вкусно, все сочно. Ну что ж, я заваривать чай, а вы на кухню. Готовьте это вкусно, не бойтесь ничего. Пробуйте новые вкусы, и пусть в вашем доме будет хорошее, вкусное настроение. Всем пока, до новых встреч!